Шумеры боялись не ночи. Они боялись момента, когда человек перестает быть самим собой и даже не замечает этого. В некоторых клинописных фрагментах сон описывается не как отдых, а как состояние передачи контроля. Не отдыха, не отключения, а перехода контроля. И самое странное, в этих текстах нет идеи, что сон принадлежит человеку, он словно происходит с человеком, а не внутри него. Именно поэтому ночь в шумерском восприятии никогда не выглядит нейтральной. Это не тишина и не пауза, это активное время, когда границы личности становятся нестабильными. В полной темноте древнего мира, где нет ни света, ни ориентира, само ощущение реальности начинает размываться. И любое пробуждение могло ощущаться не как возвращение из сна, а как возвращение из чужого состояния. Но тексты идут еще дальше простого страха. Сновидения там не описываются как внутренние образы, они описываются как вторжение. Как будто нечто не просто показывает человеку картину, а временно использует его восприятие. И именно здесь появляется идея, которая делает шумерскую ночь по-настоящему тревожной. Граница между «я бодрствую» и «я сплю» не является безопасной, она не защищает, она открывает. И если принять эту логику буквально, сон перестает быть отдыхом и становится моментом, когда человек оказывается в режиме, где он уже не единственный, кто наблюдает за его сознанием. Если первый слой был связан с самой опасностью сна, то следующий в шумерской логике становится еще более тревожным. Не все сны считались одинаковыми, и именно здесь появляется разделение, которое древние тексты проводят очень жестко. В ряде клинописных описаний сновидения делятся не по содержанию, а по источнику, и это меняет все восприятие ночи. Одни сны считаются внутренними, возникающими из тела и памяти человека, но другие описываются как приходящие извне, и именно они вызывают страх, потому что после них человек не всегда остается прежним. В текстах подчеркивается, что такие сны не заканчиваются пробуждением, они могут продолжаться как состояние, влияющее на поведение, решения и даже здоровье в течение дня. Некоторые переводы клинописей упоминают, что человек после внешнего сна может ощущать, будто уже что-то сделал, хотя физически он не двигался. И в этот момент начинает разрушаться привычная граница между действием и восприятием. В шумерской логике это воспринимается не как психология, это воспринимается как след контакта. И здесь появляется более глубокий слой. Если сон может иметь источник, значит он может иметь направление. А если существует направление, значит существует нечто, способное входить в сознание по определенному правилу. Именно поэтому ночь в шумерских текстах перестает быть просто временем темноты. Она становится периодом возможного воздействия, где человек не контролирует даже происхождение собственных мыслей. И если принять эту логику дальше, появляется следующий слой, который делает всю систему еще более напряженной. В шумерских текстах есть намеки на то, что сон можно было усилить или ослабить, и это уже звучит не как мифология, а как описание правил доступа. В некоторых фрагментах встречаются инструкции, которые переводятся как попытки закрыть вход перед сном через ритуальные действия, слова или символические жесты. И важно не то, работало это или нет, важно другое. Сам факт существования таких инструкций означает одно – сон воспринимался как точка входа, которую необходимо контролировать. Но парадокс заключается в том, что этот контроль считался неполным. Даже при соблюдении всех правил человек все равно оставался уязвимым, потому что, согласно текстам, решающим фактором была не защита, а внимание ночи. И здесь появляется, возможно, самая тревожная идея всего шумерского восприятия сна.
Ночь распределяется не одинаково для всех. В некоторых переводах клинописей упоминается, что существуют люди, которые видимы во сне чаще других, и это не объясняется ни статусом, ни возрастом, ни состоянием здоровья. Это описывается как особая заметность для ночного восприятия. Именно в этот момент страх становится персональным, потому что сон перестает быть универсальным процессом и превращается во что-то выборочное. И если посмотреть на это глазами древнего мышления, возникает вопрос, который до сих пор не имеет ответа. Почему одни люди регулярно попадают в такие сны, а другие нет? Напиши в комментариях, как ты это объясняешь, потому что именно здесь большинство интерпретаций расходятся, и именно этот разрыв создает главную загадку всей темы. Если идти дальше по этим текстам, появляется еще более странный слой, который связан уже не со сновидениями, а с самим состоянием засыпания. В нескольких клинописных фрагментах встречается идея, что момент перехода ко сну считался самым уязвимым мгновением человеческого сознания. Не сам сон, а именно секунды провала, когда мысли еще не исчезли, но уже не принадлежат бодрствованию. И именно в этот короткий промежуток по описаниям происходило то, что позже исследователи называли смещением восприятия. Человек еще ощущает свое тело, но уже не полностью уверен, что управляет происходящим внутри него. В шумерской интерпретации это состояние не считалось нейтральным. Оно описывалось как момент, когда граница личности становится проницаемой. И здесь появляется деталь, которая усиливает все остальное. В некоторых текстах говорится о необходимости не оставлять мысль пустой перед сном. Сознание должно было быть чем-то занято, иначе оно становилось доступным для влияния. Это создает совершенно иную картину ночи, не как пассивного отдыха, а как периода, в котором значение имеет каждая секунда перехода. И если принять эту логику, становится понятно, почему в шумерском восприятии страх был не в самом сне и даже не в сновидениях. Страх находился в моменте, когда человек еще здесь, но уже начинает исчезать из собственной реальности. Именно там, на этой тонкой границе, и начиналось то, что тексты описывают как самое непредсказуемое состояние человека. И чем глубже исследователи идут в эти фрагменты, тем сильнее проявляется еще одна деталь, которую сложно объяснить привычной логикой. В шумерских текстах почти нет разницы между сном и наблюдением за сном. В некоторых интерпретациях клинописи встречается идея, что сновидение — это не то, что человек видит, это то, что смотрит на него. И это полностью переворачивает привычное понимание ночи, потому что в таком случае спящий вообще не является наблюдателем, он становится объектом наблюдения. Именно здесь появляется самый странный поворот. Описания снов часто идут в форме пассивных конструкций, где человек ничего не делает, а с ним что-то происходит. Создается ощущение, будто сознание рассматривается как поверхность, на которой фиксируются события. Некоторые исследователи даже отмечали, что в этих текстах отсутствует привычная внутренняя перспектива. Нет фразы «я увидел», есть только «было увидено». И если принять это буквально, сон перестает быть личным опытом и превращается в процесс регистрации. И именно здесь возникает главный вопрос всей темы. Если сон — это не внутренний мир человека, а внешнее наблюдение за ним, то кто именно является наблюдателем? И почему в текстах так настойчиво повторяется идея фиксации, измерения и счета? Оставайся дальше, потому что именно здесь начинает складываться общая картина, которую обычно не показывают в упрощенных версиях этой истории. И дальше становится только страннее. И вот здесь в текстах появляется еще один слой, который обычно либо игнорируют, либо считают поздней интерпретацией. Это идея о том, что ночное состояние связано с отметками. В нескольких клинописных формулировках, сохранившихся лишь фрагментарно, встречается глагольная структура, которую переводят как «помечать увиденное»,
или фиксировать то, что прошло через сон. И это звучит уже не как описание сновидений, это больше напоминает процесс учета, причем учета не событий, а состояний человека. Самое странное в том, что эти фрагменты не объясняют, кто именно фиксирует и зачем, но сама повторяемость этой идеи создает ощущение системы. В шумерской логике ночь перестает быть хаотичной, она становится периодом, где происходят повторяющиеся операции над сознанием. И в этом контексте сон уже не выглядит случайным, он выглядит структурированным. Некоторые исследователи обращали внимание на то, что в ритуальных текстах Месопотамии часто присутствует идея чистого сна, который считается безопасным, и отмеченного сна, после которого человек должен был выполнять определенные действия днем. И здесь возникает тревожная связка. Если сон оставляет след, значит он не заканчивается пробуждением, он продолжается в реальности. И тогда возникает главный вопрос этого блока. Если ночь действительно фиксирует человека, то что именно в нем фиксируется? Мысли, поведение или что-то более глубокое, что древние тексты просто не могли описать напрямую? Оставайся дальше, потому что именно здесь начинает проявляться идея, которая связывает все это с самим устройством шумерского мира, и она меняет всю картину еще сильнее. И чем дальше продвигается анализ этих фрагментов, тем чаще появляется еще одна повторяющаяся деталь, которая выглядит почти как техническое описание процесса. В нескольких текстовых слоях Месопотамии встречается идея, что сон имеет глубину, и эта глубина не одинаковая для всех людей и не одинаковая для всех ночей. В одних состояниях человек описывается как погруженный, в других – как соскальзывающий, и это разделение важно, потому что за ним стоит намек на разные уровни воздействия. Некоторые исследователи отмечали, что в этих описаниях отсутствует привычная идея случайности сна. Он выглядит как движение по слоям, где каждый следующий уровень становится менее контролируемым. И здесь появляется ключевой момент. В шумерских интерпретациях, чем глубже сон, тем меньше остается индивидуальности человека. Это не психология, это структура описания состояния. В текстах даже встречается мысль о том, что на определенной глубине имя человека перестает быть устойчивым, а в древнем мышлении это означает потерю фиксированной идентичности. И если соединить это с предыдущими слоями, возникает по-настоящему тревожная картина. Ночь — это не просто время. Это вертикальная система, в которую человек уходит и из которой возвращается не всегда одинаковым. Именно поэтому в некоторых ритуальных практиках так подчеркивалось пробуждение и возвращение имени, как будто после сна человек должен заново подтвердить, кто он есть. И теперь вопрос становится еще более прямым. Если сон действительно имеет уровни, то что находится в самом глубоком слое, куда, согласно текстам, человек может попасть случайно? И вот на этом этапе в текстах появляется, возможно, самый тревожный мотив всей темы. Исследователи обычно называют его ошибочным пробуждением, хотя в самих клинописных интерпретациях это состояние описывается иначе. Речь идет о моментах, когда человек просыпается, но его восприятие мира еще не полностью совпадает с реальностью. В шумерских формулировках это выглядит как возвращение без полного возвращения. И именно такие состояния считались опасными, потому что в них человек якобы сохраняет следы того, что происходило во сне. В некоторых фрагментах упоминается, что после определенных сновидений человек мог не узнавать свои вещи или испытывать ощущение, что пространство вокруг него изменилось, хотя физически все оставалось прежним. И это уже не про сон как процесс, это про последствия сна как вмешательство. Самое важное здесь то, что такие состояния не описываются как редкие исключения. Наоборот, создаются ощущения, что они являются частью нормальной логики ночи.
И если соединить это с предыдущими слоями, возникает более жесткий вывод. Сон не заканчивается пробуждением, он оставляет остаточный эффект в реальности. Именно поэтому в некоторых текстах подчеркивается необходимость проверки мира после сна, будто реальность после ночи требует подтверждения. И тогда главный вопрос становится еще более прямым и неприятным. Если пробуждение не гарантирует полного возвращения, то где именно заканчивается влияние сна и начинается обычная жизнь? Или эта граница вообще никогда не закрывается полностью? И если продолжить эту линию дальше, появляется еще более жесткая идея, которая в некоторых реконструкциях шумерских текстов звучит почти как правило. Не все сны закрываются сами по себе. В отдельных клинописных фрагментах встречаются описания состояний, которые переводят как «незавершенный сон». Это состояние, при котором образ или ощущение якобы продолжает существовать уже после пробуждения и требует ритуального или поведенческого закрытия. И важно, что это не выглядит как поэтическая метафора. В текстах это описывается как необходимость восстановить нормальное состояние человека через действие в реальности. Это создает очень странную модель мира, где сон не событие внутри головы, а процесс, который может оставлять открытые участки, влияющие на поведение и восприятие днем. И в этом контексте становится понятнее, почему в шумерской традиции так много внимания уделяется защите перед сном. Если сон способен не завершаться корректно, значит опасность не в том, что он происходит, опасность в том, что он может не закончиться. И тогда появляется самый тревожный логический шаг всей темы. Если существуют незавершенные сны, значит существует и состояние, в котором человек остается частично внутри ночи даже при полном бодрствовании. И здесь текст подводит к вопросу, который уже невозможно игнорировать. Если ночь способна оставлять следы в реальности человека, то кто или что контролирует момент, когда эти следы становятся устойчивыми? И если собрать все вместе, становится видно, почему в шумерской традиции ночь не воспринимается как простая смена времени суток. Это целая система, в которой человек регулярно теряет часть контроля. Сначала в момент засыпания, затем в структуре сновидений, потом в глубине сна и, наконец, в последствиях пробуждения. И самое тревожное в этой логике не сами образы, а последовательность. Каждый этап ночи выглядит как еще один шаг в сторону уменьшения индивидуального контроля. В некоторых поздних реконструкциях клинописных текстов это описывается как цикл, который повторяется ежедневно, но при этом имеет накопительный эффект. Как будто каждая ночь не обнуляет предыдущую, а продолжает ее на другом уровне. И тогда возникает ключевая идея всей темы. Если сон оставляет след, а пробуждение не всегда возвращает человека в прежнее состояние, значит ночь — это не отдельный эпизод. Это непрерывный процесс, растянутый во времени. И в этом контексте становится понятным, почему страх сна в шумерской интерпретации не связан с кошмарами или пугающими образами. Он связан с самим фактом регулярного ухода из реальности. Потому что вопрос уже не в том, что человек видит во сне. Вопрос в том, что происходит с ним между снами. И если довести эту логику до конца, остается только один вопрос, который и не позволяет закрыть эту тему окончательно. Если ночь действительно меняет человека каждый раз, когда он засыпает, то кто именно остается тем же самым после множества таких переходов? Если тебе интересны такие разборы древних текстов и скрытых смыслов, подпишись на канал. И напиши в комментариях, какую тему разобрать дальше. Потому что в следующих историях мы пойдем еще глубже в то, как древние цивилизации описывали вещи, которые до сих пор не имеют однозначного объяснения.